Таким образом, если вы будете делать 108 раз, не видя человека, опускание на него из кадушечки холодной воды, и после этого будете выполнять 108 раз представление, будто на него сверху идет столб из белого света, то вы убедитесь в том, что человек очень быстро не захочет употреблять алкоголь, а также у него будет появляться желание бросать курить. Человек становится более умным, у человека появляется концентрация мыслей. Также данное упражнение позволяет избавиться от заболеваний позвоночника верхней части спины. Если вам хочется закурить или если вам хочется выпить алкоголь, если у вас навязчивая идея или даже депрессивное состояние, то я очень рекомендую выполнять движение рук сверху вниз, представляя, будто на вас льется кадушечка с водой, и после этого следующим этапом представлять, будто сверху на вас льется яркий, сияющий белый свет. Не забывайте, что в самом начале, когда вы этим начинаете заниматься, вы должны обязательно обводить человека указательным пальцем и проводить обряд запечатывания при помощи мантр Ом Ахум Хахохри. Итак, для того, чтобы избавиться от заболеваний, которые связаны с позвоночником, я рекомендую вокруг своей поясницы завязывать зеленую ниточку. В конце этой зеленой ниточки завязывать на 38 узелков. Тоже можно на эту зеленую нитку прицепить. Оказывается, в случае, если у человека есть геморроидальные узлы, то сверху на ниточке зеленой можно прицепить ключик и носить его впереди, тогда геморрой исчезает. А в случае, если этот ключик повернуть назад, так чтобы он был сзади ягодиц, то маточные кровотечения прекращаются. А если одеть зеленую нитку на свою шею и за своими лопатками назад развернуть и привязать туда ключик, то тогда носовые кровотечения, которые являются постоянным спутником таких заболеваний, как цирроз печени, а также заболеваний перенесенного гепатита, герпевирусной инфекции и очень донимающие кровотечения из носа, заканчиваются, если носить вот такую веревочку с ключиком сзади своих лопаток на протяжении 1-2 месяцев. Носовые кровотечения полностью исчезают, человек перестает болеть. В случае, если не помогает за 3 месяца и нитка перекручивается и распадается, то нужно обвязать еще раз вновь и после этого все равно ее носить. Какие нитки еще можно завязывать сзади своей спины? Если человек очень плохо и много чего забывает, нужно найти нитку желтого цвета и несколько узлов, на 7-8 узлов завязать кончики этой нитки, обвязав ее несколько раз вокруг своей шеи. Эта нитка должна быть желтого цвета. Если у человека больные почки, то он должен на левую и правую руку одеть синие нитки. На левую и правую руку запястья он должен одеть синие нитки или синие ленты. Ленты нужно завязывать так. С правой стороны на ленте завязывают 2 узелка, а на левой руке завязывают 4 узелка. Да, если у человека почки, то на правой руке завязывают на 2 узелка, а на левой руке завязывают на 4 узелка. Когда завязывают красную нитку, а теперь самое интересное, оказывается, если человеку завязать красную нитку на правое запястье, то у него начнет болеть сердце. Если у человека на правую руку одеть красную нитку, то у него неминуемо начнет болеть сердце. А если одеть на левую руку, то у него будет 100% сбой ритма сердца. Зря, потому что красная нитка на запястьях – это очень плохо для человека. Это может очень-очень плохо сказаться на здоровье. Почему одевают красную нитку? Красная нитка помогает при артритах. То есть если где-то артрит, то красная лента или красной ниткой обматывают вокруг артриты.
Также существует обычай, если есть кожное высыпание, то можно взять кусок красной материи, желательно шерстяной, потереть сверху мелом и сказать следующие слова на рассвете. Откуда шло, туда и ушло. Откуда шло, туда ушло. После этого потереть белым мелом сверху на красной нитке, по красному материалу. И вот этим белым обмотать сверху рожистое воспаление или экзему, или псориаз. И оставить так на 72 часа липкой лентой. Очень часто именно это делают женщины, которые являются бабками и которые помогают при лечении рожистых воспалений. Но здесь одна особенность. Это лучше делать на рассвете. А слово искушение является словом, которое не должно принадлежать Богу, потому что искусителем являлся змей, который в свое время искусил Адама, и этот Адам съел яблоко, которое в дальнейшем заставило Еву очень сильно страдать, рожая детей. Таким образом, можно условно сказать, что слово искушение является прообразом энергии сатаны и дьявола. Таким образом, когда человек молится и говорит «не введи меня во искушение», разве он этим самым может молиться Богу? Тогда он говорит «Отче мой, не введи меня во искушение», значит он обращается не к Богу, а обращается вообще непонятно к кому. Итак, как избавиться от порчи из глазов при помощи веника при помощи веника? Работает великолепно. Когда вы приходите домой, вы должны, перед тем, как вы уходите из дома, вы должны поставить веник так, чтобы он стоял подметающим элементом вверх. Почему? Это как бы прообраз того, что вы на метле улетели. Почему? Везде везет. Когда вы приходите, этот веник берете правой рукой и вот так с себя сметаете. Вот так перешли дверь своей квартиры, закрыли сзади и вот так с себя веником смели. По спине, по ногам, по телу, даже по голове немножко. Веник чистый должен быть. Этим веником подметать нельзя. Когда вы дома, веник стоит веником вниз. Когда вы уходите из дома, веником вверх. Кто в семье хозяйка, тому и веник принадлежит. Поэтому кроме хозяйки этим веником никто не должен пользоваться. Если данный веник им подметет кто-то, этот веник нужно выбросить, им больше нельзя пользоваться. Для того, чтобы убрать порчу спутанные ноги, нужно представить утром, будто у вас ноги связаны колючей проволокой. И левой рукой в правую сторону 3 витка сделать, открутить, потрусить ногой и сбросить с правой стороны от себя. Помочь человеку в том, чтобы он засыпал получше. Ведь это большая проблема. Первое, вынесите приборы, в которых есть записанная информация. Нельзя ни в коем случае спать, если есть рядом телевизор, книги. Нельзя. Телевизор, книги, компьютер, телефон. Это нужно отодвинуть от себя на расстоянии вашего роста. Вы, наверное, уже заметили, что если телефон лежит рядом, то спится хуже. Замечали такое? Если ноутбук рядом, то утром не высыпаешься. Замечали? Я вообще рекомендую эти предметы выносить за территорию вашей комнаты, в которой вы спите. Вообще. Они вам не нужны во время сна. Дальше.
Если у вас рядом с постелью находится электрическая розетка, то в том месте, где стоит электрическая розетка, под ней или над ней поставьте вверх тормашками перевернутую чашечку и носик направьте от себя, но не на мужчину, рядом с которым вы спите, а по возможности направьте так, чтобы это шло не на людей и даже не на соседей, в сторону открытого окна, допустим. Потому что та любовь, когда человек начинает ругаться, кого-то унижать, кого-то оскорблять, кого-то подкалывать, считать себя выше других людей, это убирает у человека то, за счет чего управляется мир. А мир управляется за счет трех элементов веры в Бога. Это вера, надежда и любовь. А любовь — это значит быть добрым к себе, добрым к тем людям, которые живут в твоей семье, и только после этого к тем людям, которые живут на улице. А мы здесь путаем, мы злы к себе, подкалываем самых близких, но очень хорошо относимся к тем людям, которые живут вокруг нас. Тем самым нарушаем законы божественного плана, не верим, что завтра может что-то быть, постоянно стараемся включить свою амбициозность, тем самым нарушаем законы кармы и тем самым становимся несчастными людьми. Почему? В свое время Будда сказал о том, что невежество является самым страшным элементом жизни человека. Так вот, невежество и злость – это друзья-побратимы. Поэтому нужно быть более добрым человеком, стараться проявлять любовь, стараться проявлять терпимость. И это нужно начинать по отношению к себе, после этого по отношению к тем людям, кто живет рядом с нами. Вот так. А не кричать всем вокруг себя: «Аллилуйя, Господь, я всех люблю». Это вообще никого не интересует. Будучи гадким и злым человеком, аллилуйя, Господь, ничего не поможет. Узлы, которые завязываются на уровне ног. Эти узлы называются материальные узлы. То есть нужно представить, будто вы утром проснулись и почувствовали ноги, которые твердо стоят на полу. После того, когда вы эти ноги поставили, нужно представить, будто течет вода, и между вашими ногами есть обмотанная тряпочка такая, и вы должны эту тряпочку размотать. И здесь происходит некоторые нюансы. Этот нюанс происходит так. А что, если у меня тряпочка, как бы я ни разматывал, не разматывается? Если у вас происходит так, то тогда вам понадобится либо нож пурба, либо обыкновенный острый предмет, которым нужно мысленно, даже не мысленно, а взять правой рукой и вот так вот между ногами разрезать. Как будто вы разрезаете этот материал, и сделать так нужно на протяжении одного дня 3-4 раза, и на протяжении месяца, ну хотя бы раз 100. Если вы будете так делать, то вот что происходит. У человека появляется большое количество предложений, у человека появляется реализация себя, любое дело, которое он начинает делать, неминуемо заканчивается успехом. Кто знает мантру, которая позволяет человеку быстро найти работу? Помните, я когда-то об этом рассказывал? Мантра звучит так: если у вас нет работы и вы хотите устроиться, вы должны сделать так, сказать «Ом дуалет дуалет зунди соха». И после этого почитать это круг четок, и вы обязательно очень быстро найдете определенную работу. Нет, я считаю, что человек не должен играть в азартные игры, потому что, выиграв один раз в азартных играх, вы берете деньги у будущего, и они просто поломают вашу жизнь. То есть вы их не заработаете в настоящем. И это создаст паузу, при которой вы будете разрушать себя. Особенность жизни заключается в том, что любое состояние комфорта, к которому стремится человек, это любое состояние комфорта в дальнейшем человека приводит к разрушению. Таким образом, как бы человек не стремился к состоянию комфорта, если он его достигает, то у него происходит застой и разрушение. Это подобно рыбе, которая плывет постоянно против течения воды.
Почему? В случае, если есть течение воды, то тогда рыба получает и кислород, который необходим ей для жизни, и вкусную пищу, которая есть впереди реки. И рыба никогда не идет против, вернее, по течению. Она идет на нерест против течения, для питания против течения. И так уж создала природа. В случае, если рыба остановилась, и она где-то находится, то она, вероятнее всего, или спит, или даже спит, находясь так, чтобы плыть против течения. Так и человеческая жизнь. Когда мы останавливаемся в реке жизни, и когда мы хотим комфорта, то прежде всего мы должны сказать себе, любой комфорт – это смерть, поэтому любое комфортное состояние, которое есть в жизни, оно чревато опасностями. Я могу вам сказать, если вы хотите выиграть в лото, и это вам обеспечит комфортное состояние, то это комфортное состояние приведет вас в дальнейшем к разрушению. Я считаю, что выигрывать в лото не очень хорошо. Таким образом, если у человека очень много историй в жизни, где он сам себя растил и говорил, там, у меня высшее образование, у меня там знания такие, это все создает алгоритм, при котором он ставит себя выше, чем тот человек, у которого таких знаний нет. То есть фактически он говорит, что я людей оцениваю в зависимости от того, насколько есть у них там большое или маленькое количество знаний. Таким образом, один человек ставит себя выше, а другой человек ставит себя ниже. И этот человек через призму этого опыта начинает воспринимать других людей. И он начинает осуждать. Знаете, чем отличается Бог от человека? Бог – это та энергия, которая живет без осуждения, и каждому человеку дает следующий элемент жизни. А человек отличается от Бога тем, что он пытается всех оценивать и делает это через призму индивидуального собственного опыта, который называется «История моей жизни». Хотите, я вам дам совет? Никогда, ни при каких условиях в своей жизни не обращайте внимания на то, что называется история. Скажите для себя, мне не важна история моей жизни. Скажите для себя, мне не важна история тех людей, которые живут рядом со мной. Скажите себе, мне не важна история та, которая происходит вокруг меня. Вспомните хоть одну историю за всю историю, которая бы не привела к конфликту. И я вам скажу так. Людей гораздо важнее или там гораздо сильнее интересует история, чем их интересует настоящая жизнь. То есть люди готовы копаться в историях, и им это интересно, чем жить и радоваться этой жизни. Их интересует история других людей, они смотрят телевизор, при этом сами теряют то, что называется собственная жизнь, не создавая свою историю. Таким образом, жизнь проходит вне этих людей, потому что для них гораздо важнее не жить, а слушать или там получать историю других. Себя красивым и молодым, нужно использовать практику, которая называется птиаль. Я о ней рассказываю. Нужно сложить губы трубочкой и мягко вдыхать воздух так, чтобы из воздуха образовался привкус сладкого. И после этого, когда привкус сладкого появляется во рту, то можно эту слюну и выплюнуть, смазать свое лицо, это избавляет от морщин, а можно и проглотить, тогда вы в середине будете всегда молодыми. Если выполнять это 2 раза в день, утром и вечером, то результат будет через следующие 5-7 дней. Нужно поднять правой руки указательный палец и поставить вокруг себя 4 точки. 1, 2 и сзади 3, 4. И указательным пальцем обвести эти 4 точки, как бы забив между ними колышки, и представить, будто вы сейчас находитесь стоя на земле или сидя на земле. Представили сырую землю, представили, сверху идет
вернее, появилось солнышко, представили, будто солнышко нагрело землю, и представили на вдохе и на выдохе, будто земля нагрелась от солнышка. Берем вот так вот ручки, ставим их перед лобиком и бросаем перед собой, представляем, как будто бросаем семя. Делаем вдох и бросаем семя вниз. Делаем вдох и бросаем семя вниз. Делаем вдох и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И представляем, будто из земли выросла травка. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Обводим себя, кто умеет. 1, 2, 3 и запечатываем. Омахум хахри, омахум хахохри, омахум хахохри, омахум хахохри, омахум хахохри, омахум хри, омахум хахохри. Делаем вдох, делаем выдох. Так. Как он в большинстве своем псиэнергию тратит на гормональный фон свой. То есть ему гораздо важнее страдать, ему гораздо важнее спорить, ему гораздо важнее выяснять отношения. Для этого человека гораздо важнее кого-то воспитывать. И этот человек просто упирается в то, что он расходует психическую энергию, делает из себя рабом гормонального фона своего. Естественно, можно ли каким-то образом улучшить состояние психической энергии, сделать так, чтобы метод работал мгновенно. Вы представляете, когда человек начинает плавно увеличивать свою психическую энергию, то та программа, которую можно ставить на протяжении года, может быть выполнена на протяжении 10-15 секунд, там, дуновением воздуха или там, движением руки. И наработать такую психическую энергию возможно. Оказывается, психическая энергия зависит от того, насколько вы быстро делаете определенный обряд, или очень сконцентрированный, или насколько вы активно это делаете, и в каком хорошем или плохом настроении это делаете. Так появляются правильные энергетические удары или правильные энергетические программы. Отвар ячменя, если человек начинает пить отвар ячменя, то в нем появляется психическая сила влиять на болезни свои внутрь. Если он начинает принимать цветочную пыльцу, то у него появляется сила влиять на свои психические отклонения или управлять своей психической энергией. Если начинает кушать кукурузную кашу и вводит это в рацион питания, то у него появляется сила психической энергии, и это влияет на его энергию денег и материального достатка. Если человек кушает отвар из еловых шишек, то это влияет на силу эмоций. Человек начинает гораздо более ярче эмоционировать. Если вы хотите иметь силу влиять на свои органы внутренние, тогда принимайте смесь из шафрана, кардамона, мускатного ореха, порошка гвоздики с добавлением масла или же порошка камфоры и меда. Поэтому если взять шафран, кардамон, мускатный орех, гвоздику, превратить из них порошок или сделать порошок, добавить камфору и мед, и после этого сделать из этого смесь, то это будет чуть ли не панацея от большинства заболеваний, которыми болеет. У вас есть порчи из глаза, вы можете приобрести силу управлять порчами из глазами, если вы будете принимать каждый день мумию. Нервные состояния из энергетического кокона, неисполненные мечты, несбывшиеся пожелания, а также нервные состояния, а также негативные программы, которые находятся в коконе. Если разделить кокон на 3 части, то верхняя часть от груди и выше называется наши мысленные намерения. От живота и до нашей груди наши чувственные намерения. И низ живота и до самых ног называется материальные намерения. Оказывается, можно использовать определенные мантры, которые могут очень сильно улучшить общее состояние наше путем уничтожения вот таких вот программ. Эти мантры звучат так: Ом Пхур Пхувах Сваха. В случае, если читать эту мантру, то
разрушаются намерения, вызванные сознанием. И хлопнуть в ладоши. Ом Пхур Пхувах Сваха. Если сказать Ом Пхур Пхувах Хум, то так и хлопнуть в ладоши, то происходит разрушение программ, которые связаны с чувственными элементами. Если прочитать Ом Пхур Пхувах Пхат и хлопнуть в ладоши, то у человека происходит разрушение программ, связанных с тяжелыми материальными состояниями. Бизнес не делается через вранье и ложь. Не делается. Никогда не вступайте в проекты, где есть вранье и ложь. Не вступайте в проекты, которые кидают других людей. Не занимайтесь сами кидаловом других людей. Такие компании, как компании Меркурий, компании МММ, это компании, которые созданы для того, чтобы кидать тех людей, которые вы будете приводить. А вы же представляете, вы когда-нибудь приведете какой-нибудь инвестиционный проект человека, этот человек поверит вам, заберет чужие деньги и после этого застрелит себя, дети останутся голодными, возможно, мама сойдет с ума. Это же все горе, это горе, за него должны кто-то отвечать. И после этого вы даже не обратите внимания, что ответ будет у вас. То есть у вас будут забираться деньги, здоровье, появятся несчастья и так далее. Никогда не работайте в сомнительных процессах, не втягивайте людей в сомнительные процессы. Вы просто не понимаете, вы гораздо больше от этого в жизни потеряете. Посмотрите, где сейчас Мавродий, посмотрите, он что, чувствует себя хорошо? Да это все уже проверенное долгим и горьким опытом. Как бы веревочки не виться, конец всегда придет, поверьте. И этот конец обязательно будет. Жизнь длинная штука, но она расставляет все быстро. Поэтому если за счет вас, знали вы или нет, пострадают какие-то люди, и эти люди в дальнейшем будут страдать из-за того, что из-за вас, или вашими руками, или даже чужими руками через вас было сделано горе какой-то семье, то ваша семья за это тоже получит по жопе. Ничего сделать нельзя, ребята, карма. Но я должен открыть глаза. Каждый раз, когда вы вступаете вот в такие организации, которые говорят, ничего не нужно вкладывать, просто нажимай на кнопки, я вам хочу открыть глаза. Всегда помните, деньги, они всегда кому-то принадлежат. Деньги, они не могут быть ничьими. Деньги, они всегда кому-то принадлежат. Вы кидаете банки, помните, что те деньги, которые в банке, они тоже кому-то принадлежат. И они, возможно, принадлежат обыкновенным людям, которые старались, которые зарабатывали. Не бывает так, что деньги ничьи. Поэтому, если вы хотите на ничьих деньгах заработать чьи-то ничьи деньги и так далее, и говорите, что это мы все партнеры, друг друга там помогаем, все это ерунда полная. Вы просто не понимаете, вы кидаете других людей, и в дальнейшем эти люди 100% почувствуют себя плохо. У кого-то будет горе, потому что сколько бы веревочки не виться, конец придет. Это горе повлияет и на вас, и после этого и нищета, и болезни, и тяжелые состояния. Это все будет на вашей совести. Потом все равно, важный вы человек, неважный. Вы знаете, эзотерика, она живет по принципу все правдиво, нету вранья, знаете, все правдиво. То есть хочешь ты, не хочешь, придумал себе, не придумал, тебе все равно придется. Первая мантра будет посвящена человеческому духу Пхуту. Признаки духа Пхута: огромная физическая сила, красные глаза, разговаривает как гений, независимо от образования, имеет мелкую дрожь в теле, как при лихорадке, особенно когда сидит, трусится голова. Вы, наверное, заметили это в себе или в окружающих, если все ваши окружающие или знакомые имеют красное лицо, а также очень-очень большое физическое тело, но их постоянно лихорадит. Это говорит о том, что в этом человеке есть поселение духа, который называется дух Пхут. Как убирается, или при помощи какой мантры можно убрать духа Пхута? Его можно убрать при помощи мантры Ом Пхут Пхат. Таким образом, если человек делает на вдохе Ом, и после этого делает Пхут Пхат,
и хлопает в ладоши, то он может убрать у себя и окружающего человека, окружающих его людей духа, который называется дух Пхат. Еще раз. И после этого Пхут-Пхат и хлопает в ладоши. Таким образом он убирает духа Пхута. Этот дух Пхут очень часто распространенное явление. Если у человека есть дух Пхут, то после убирания такого духа у человека появляется очень плохой запах от его нижнего белья. Бесчеловечный дух Пишах. Человек, в которого входит такой дух Пишах, очень становится слабым, сквернословит, тело становится мягким, стремится к желанию показывать свое обнаженное тело. Люди обычно живут очень грязно, очень часто воняют, всегда голодны. Это люди, которые стремятся к уединению, очень часто кричат. Это люди, которые склонны к истерии и плачут без причины. Мантра такого духа или изгнание такого духа звучит так: Ом Пишах Пхат. То есть это выполняется так: на вдохе человек делает, после этого делает Пишах Пхат и хлопает в ладоши. Если сегодня попроизносить много раз Ом Пишах Пхат и после этого сделать это рядом с тем человеком, у которого есть такая проблема, и подуть на него, то после этого у этого человека данная проблема исчезнет. Якшини, бесчеловечные духи. У людей, в которых входит якшини или якши, появляется мания, одержимость красными цветами, красными одеждами, склонность к медленным разговорам. Это люди, которые разговаривают медленно. Также это люди, которые очень сильно любят кривляться и создавать образ через свои глаза. То есть они хмурятся, там как-то делают. Также очень сильно открывают рот в случае, если есть бесчеловечный дух якши. Это высовывание языка, оскаливание зубов, это непонятное движение мимики, особенно в случае, если в мимике участвует движение глаз. Звук, который может убрать вот таких вот духов, звучит так: Ом Якши Пхат. Поэтому, когда говорят, там, это твое, это мое, то тогда семьи нет. А когда есть семья, то чье? Наше. Правильно? Когда человек говорит, у тебя такие болезни, у меня такие болезни, то он говорит правильно, не говорит правильно, потому что нужно говорить, это наши болезни. Потому что люди, объединенные в одну семью, это люди, которые живут через призму наши дети, наши деньги, наши отношения, наши решения. А если мужчина зарабатывает много или женщина зарабатывает много, а мужчина зарабатывает мало, то чьи это деньги? Это деньги семьи, они общие. А если у вас до замужества была квартира, а у него до замужества или до женитьбы не было квартиры, вы живете вместе, то чья это квартира? Она ваша. А если у нее были дети, а у вас не было, как мужчины, детей, и вы после этого начали жить с этой женщиной, то чьи эти дети? Ваши дети, понимаете? Автоматически, будучи семьей, она автоматически заставляет хоть мужчину и хоть женщину говорить такие слова. Наши дети, наш кров, наша семья. Это, естественно, это слово «а ты», потому что когда человек живет через призму «а ты», то это больше всего разрушает правильно. Вы все правильно пишете. Слово «а ты» – это то, что больше всего разрушает семейные отношения. Если вы... Недавно был такой разговор. Я разговаривал с одним парнем, и он говорит мне девушка нравится, но у нее есть ребенок, и я не знаю, как мне связывать с ней отношения. Я говорю, то, что у нее есть ребенок, это тебе повезло. Потому что так нужно было бы по ночам вставать, воспитывать этого ребенка. Нужно было бы растить его, зарабатывать для того, чтобы его вырастить и так далее. А так он готовый. Уже готовый для тебя сын. Смотри, это же удобно наоборот. Он говорит, боже, что, действительно ты так считаешь? Конечно. Я действительно считаю, если у девушки ребенок,
и вам повезло стать отцом, значит, вы должны стать отцом. Почему? Он ваш наследник может быть, также вам помощник может быть. И он мечтал всегда о том, что у него будет настоящий такой, как вы, отец. Что в этом плохого? Наоборот, это хорошо. Женщина тоже не должна переживать по поводу того, что она не одна, у нее есть ребенок, что очень-очень ограничивает возможность у многих женщин для того, чтобы они совершали какие-либо шаги в своей жизни для улучшения своей жизни. Не переживайте, мужчина любит женщину, ее любит, образовывает семью таким образом, чтобы, приняв женщину, если по-настоящему любит, то принимает все остальное, что есть с этой женщиной. Имущество, богатство и так далее. Или наоборот, наоборот хуже. Долги, куча детей, да, огромное количество долгов в банке и так далее. Ну, бывает, знаете, кому как повезет, но все фортуна, она кому-то помогает, а кому-то нет. Таким образом, слова «ты» – это слова, которые очень разрушают человеку жизнь, а также разрушают семейную жизнь. Я считаю, что слова «ты» – это то, что может существенно подломить вашу судьбу в случае, если вы с кем-то живете. Начните говорить о «ты» в вашей семье, и автоматически такое понятие, которое называется семья, оно будет автоматически выключаться. Вас как семьи не будет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша семья жила долго, а также процветала, научитесь говорить два слова. Первое слово звучит «мы», и поэтому, когда вы говорите, а что у нас есть что-то покушать, то это вы говорите правильно. А если вы говорите, ну что, давай меня чем-то покорми, то вы говорите неправильно. Если вы говорите, я хочу посмотреть кино, это неправильно. А как нужно сказать? Давайте мы посмотрим кино. Правильно, да? Дальше ответственность. Семья невозможна, если кто-то один... Вот смотрите, есть оркестр. Зачем оркестру нужен дирижер? Потому что дирижер – это тот человек, кого можно побить в случае, если оркестр отыграет плохо. Кто с этим не согласен? Правильно? То есть, если оркестр отыграл плохо, то попробуй побить каждого, кто играл в этом оркестре. Сделать это невозможно. Поэтому придумали фантастическое существо, которое называется дирижер, который делает совершенно никому не нужную работу. Это же я шучу. Совершенно никому не нужную работу. И в случае, если оркестр отыграл плохо, то все бьют его. Понимаете? То есть это как человек, который отвечает за то, что происходит, он, получается, дирижирует. Естественно, в семье обязательно должен находиться один человек, это обязательно, обязательно, на 100%, на которого нужно превалировать ответственность. Это настолько важное решение в жизни. Если вы хотите, то в вашей семье ответственность должна находиться или лежать на мужчине. Почему? Потому что мужчине более, или легче принимать решения. Он делает это через позиции своего мозга, а не через позицию своих чувств. А как известно, чувства очень легко обмануть. Согласны с этим? Когда на человека влияют или манипулируют человеком, то знайте, эта манипуляция – это всегда преподношение каких-либо чувств или преподношение таких событий, которые вызывают чувства. Поэтому можно расплакаться, сказать, что очень плохая жизнь, сказать, что в жизни не везет, и попросить у человека денег. Понимаете, и человек занимает. Почему? Потому что чувства, они очень часто обманчивые, и чувства – это элемент, которым очень легко манипулировать. Также любую гадость и любое, наверное, негативное проявление или даже негативный поступок, все это можно объяснить с позиции чувств. Я когда-то об этом говорил. Поэтому в случае, если у вас нет человека, который должен принимать решения или должен нести ответственности, то тогда вы должны совместно в вашей семье путем обсуждения принять такого человека и на него возложить обязанности и ответственности за свою семью. Я считаю, это очень важный шаг.
Не имеет значения, это будет мужчина или женщина, но хочу вам сказать, мужчине легче принимать решения, потому что он менее подвергнут состоянию чувствования. Мы же деревянные, вы еще не знаете. Поэтому я считаю, что если мужчина создает семью, а там есть еще мама, есть еще там братья и сестры, есть еще куча детей и так далее, то любое принятие решений в такой семье, оно может происходить и без мужчины, но его нужно обязательно ставить или доносить ему к его ведомому, да, для окончательного принятия решения, и он обязательно несет ответственность за то, что происходит в семье. Понимаете? При этом он семью не воспитывает. Почему? Некого воспитывать в семье, потому что в семье есть одно большое «мы». А если одно большое «мы», то это одно существо. Тогда скажите, одно существо, которое имеет одну левую руку, одну правую руку, может обижать левая рука правую руку, а правая рука левую? Не может? Таким образом и в семье. Если это «мы», то тогда и левая, и правая рука живет в состоянии синергизма. То есть они объединены в одно существо, которое называется семьей. Раздражительность очень быстро исчезает, если подойти и потрогать человека. Я говорю это серьезно. Если вас кто-то раздражает, подсядьте ближе к этому человеку и попросите его потрогать за ручку или за ножку. Обещаю, он вас сразу же перестанет раздражать. А что происходит, если вы хотите обижаться или вас кто-то очень сильно раздражает и беспокоит и так далее? Что же происходит? Я могу вам дать ответ. Человек очень сильно начинает врать, раздражаться или начинает, ну, как-то себя вести некорректно в семье, и это целиком связано с его страхами. Таким образом, вы можете просто понимать, что человек боится чего-то, а если боится, значит не доверяет. Фактически можно сделать алтарь семьи, и этот алтарь семьи может выглядеть как одно общее тело, которое которое может символизировать вашу семью. То есть это, возможно, может быть мысленная какая-либо картинка, или это цветок, который может охранять семью, или это какой-то предмет, который может охранять семью и так далее. И вы представляете, данный предмет может в дальнейшем быть вашим персональным оберегом или вашим персональным талисманом вашей семьи. Естественно, в случае, если вы будете ставить ароматическую палочку возле такого оберега, это может быть будь что, от красивой вазы до невероятной какой-нибудь фигурки, которая может находиться в вашей семье. Это может быть оберег вашей семьи. При этом, если вы живете под одной крышей, и если вместе с вами живет человек, который чужой, знайте, если вы живете под одной крышей, едите на одном столе с одних тарелок, то вы должны воспринимать этого человека как часть одной семьи. Понятно? Это такая особенность. Нас, к сожалению, никто этому не... Рядом с каждым успешным мужчиной находится любящая жена. И у каждого успешного мужчины где-то находится семья, ради которой он это все делает. Почему не стоит разрушать семьи? Семьи не стоит разрушать, потому что их создавать очень сложно. Именно поэтому очень часто нужно находить одну возможность для того, чтобы семью сохранить. Но если у вас семьи рушатся, и вы находите возможности для того, чтобы разорвать отношения, то есть он говорит ей, а ты это, у тебя это, а ты не такая, у тебя еще что-то, она ему говорит, и у тебя это, а ты такой, то есть они находят возможности разрушить взаимоотношения, но они живут только за счет ребенка. Тогда фактически они делают так, они левой и правой рукой разрывают свое тело на две части. Скажите, если
Бесконечные конфликты между мужчиной и женщиной тянут к тому, чтобы энергетически разойтись. Но они держатся за счет маленького ребенка, который живет вместе с ними. Скажите, они будут в итоге энергетически разрывать этого ребенка? Конечно, конечно. Поэтому если в семье люди живут ради ребенка, то они со временем уничтожат этого ребенка на энергетическом плане. Дети становятся истеричными, у детей появляются психологические, психиатрические, неврологические и такие там неизвестные проблемы энергетические. И в дальнейшем самое страшное, что может происходить, это то, что дети страдают от этого больше, чем взрослые на энергетическом плане. Было сказать, в случае, если мужчина и женщина между собой ругаются, и это происходит в туалете, на кухне, в ванной, по телефону, на улице, и после этого они приходят и дома с ребенком играются оба, они его безумно обожают и любят, и между ними не происходит конфликтов, потому что они боятся, чтобы ребенок это почувствовал, то знайте, вы его все равно, ребенка этого, разрушаете. Тогда можно сказать, что если семья держится на том, чтобы ребенку было хорошо, я вам хочу сказать ответ. Делать этого ни в коем случае нельзя. Нужно жить мужчине ради женщины, а женщине ради мужчины. Поэтому никогда в своей жизни старайтесь не жить ради своих детей. Старайтесь жить ради любимой женщины или ради любимого мужчины или ради своей семьи. Дальше. Как сделать так, чтобы у вас наконец-то в жизни бизнес появился? Я могу вам дать совет. Делайте любое начинание и вообще начинайте что-либо, свой день, свои, я не знаю, свои какие-то поступки или что-либо, начинайте со слов или со словами. Говорите, я посвящаю этот день зарабатыванию для своей семьи. Или же, так тоже часто бывает, муж и жена живут, у них плохие отношения, но они живут ради магазина. Скажите, что будет? А если мужчина и женщина, мужчина выбрал женщину, потому что у нее есть своя квартира, и после этого начинает жить с такой женщиной, не любит ее, просто спит с ней, зато у него есть там квартира, он приехал, я придумываю, там из деревни, из города или еще откуда-то, и он живет с ней ради квартиры. Скажите, между ними будут хорошие отношения? Наверняка нет, это тонко чувствуется и будет конфликт. Что в итоге произойдет? У них заберут квартиру. Почему? Потому что своими плохими отношениями друг к другу они разрывают свою квартиру. Страхи человека очень часто заставляют быть несносным в семье. На самом деле, когда вы начинаете, будучи мужчиной, воспитывать женщину из-за того, что она обижается, что-то не понимает или как-то неправильно относится, знайте, она вам не доверяет, потому что она чего-то боится. Чем больше страхов есть в человеке, тем меньше человек, и тем больше вы должны создать элементов доверия, при которых человек захочет вам доверять. Естественно, если вы кричите, то человек боится еще больше. А если еще больше боится, то будет больше обижаться, будет больше бояться и будет больше уходить от возможности доверять вам. Таким образом, элемент доверия – это элемент, который должен развивать мужчина и женщина в своей семье. Доверять безвозмездно. Как это происходит? Естественно, если мужчина или женщина без конца кодируют телефоны, то это приводит к тому, что между ними происходит отсутствует доверие. Так, метод номер 1. Для того, чтобы выйти замуж, необходимо. Итак, метод номер 1. Скажите, то, что я вам даю, интересно? Наверное, интересно. Итак, накручивание женихов. Накручивание женихов. Нужно женихов накрутить. Как их нужно накрутить? Нужно зайти в воду в бассейне по шею, положить на воду сверху руки и начать крутиться против часовой стрелки. Что при этом представлять? Ничего. Нужно говорить, скоро женишки
появятся. А еще есть хороший обряд. Я его вам сегодня подарю. Возьмите газету «Она ищет», она ищет его или он ищет ее. Интересно, такие газеты есть вообще еще? Есть, да. Наверное, есть такие газеты все-таки, которые все-таки где-то продаются. Она ищет его, он ищет ее, они и так далее. Или там знакомства, или есть газеты или печатные издания, которые до сих пор тиражируют знакомства, рекламные объявления и так далее. Наверное, даже можно в рекламных объявлениях, где там продажа недвижимости или трудоустройство на работу, наверное, можно взять даже вот такую газету. При этом берете вот такую газету и сверху зеленой ручкой или красной ручкой, или даже фломастером, там, где рубрика знакомства, пишите большими буквами. Меня зовут Оля, у меня 1,65 м роста, я весом 165 килограммов и возрастом 65 лет. Ищу молодого красивого мужчину с сотовым телефоном там для дальнейшего замужества. Надеюсь на скорую встречу, жду тебя, мой сокол. После этого не забудьте указать свой точный адрес. Улица там Щорса, дом 51, квартира 35. После этого не забудьте указать свой номер телефона 097 260 51 30, допустим. И после этого это объявление напишите несколько раз на этой газете поверх тех объявлений, которые там есть. После этого не забудьте эту газету скрутить в трубочку и бросить на шкаф. Для того, чтобы быстро продать офис, необходимо сделать вот что. Нужно взять и... Час. Нужно взять и сделать так. Представить, будто у вас купить домик, я об этом рассказывал когда-то, купить домик, над домиком этим игрушечным прочитать много раз мантру Ваджрасатвы. После этого подарить какому-нибудь ребенку, который будет с этим домиком играться. При этом в этом домике или ребенок будет с домиком играться, в это время ваш домик будет продаваться. Также можно у меня в дальнейшем, если вы ученик школы, попросить мантру для продажи дома или продажи квартиры, и я ее вам дам. Точно так же у людей. Причем тут национальность? Причем тут национальная идея? Причем тут национальная гордость? Причем вообще национальность? Причем тут славяне или иудеи? Причем тут вообще исповедование христианства или не христианства? Причем тут мантры, молитвы и так далее? Все говорит просто о том, что людей специально этим разъединяют, вместо того, чтобы людей объединять. Скажите, одному человеку сложнее выжить, чем группе людей? Сразу же хочу вам сказать, группе легче. Почему людей объединяет? Потому что женщина девятимесячная не побегает уже за животным и деньги не заработает. Почему мужчина ей нужен? Потому что он может являться для нее помощью. А для чего нужны вот эти вот чувства семейные? Потому что может помочь и мама, она чувствует, что у нее есть ребенок, которому нужно помочь, и папа, и они не отказались и рукой не махнули. И вы представляете, весь социум, все идеи, политические структуры, общественные, они все нацелены на то, чтобы максимально разделять людей, прививать им совершенно другие ценности, которые неэтичны, там, сексуальность у мальчиков, которая делает их какими-то надорванными обезьянами, понимаете, или создавать у женщин желание выбирать кого-то и ставить на первое место не чувство эмоций, а там количество или толщину кошелька и так далее. То есть на это все смотришь, и вот эти вот ценности, там, быть сильным, причем тут это вообще? То есть человеку дают какие-то ценности, создают для него какие-то мифические элементы, за которые он должен гордиться. Хорошо, человек гордится, что он славянин, вас это объединяет? Если бы это объединяло, то тогда люди поддерживали друг друга.
Вы сейчас выйдете на улицу и начните кричать: я славянин, давай обниматься со мной. И после этого просите деньги на то, чтобы вам дали за то, что вы славянин. Ребята, не нужно навязывать идеи, которые отталкивают от человека, от других людей, они объединяют. А вот если вы выйдете на улицу и просто будете просить, возможно, дадут. Левая рука человека, она целиком связана с возможностью что-либо взять. Если человек сюда одевает красную нить, то на эзотерическом уровне красная нить отрезает. Поняли? Таким образом, вы отрезаете или блокируете поступление в свою жизнь всего. Понятно? Всего. То есть, чтобы гипотетически могло прийти в вашу жизнь, вы этого не получите. А если у вас запор, и вы оденете красную нить на правую руку, то запор не вылечите никогда. Дело в том, что я считаю, что одевание красной нити на запястье – это не очень хорошо. Даже скажу больше, совсем нехорошо и мной не рекомендовано. Понятно? Поэтому не одевайте на запястье красные нити. Но вот что хорошо носить на запястье левой руки? Золото. Тогда золото вы будете привлекать в свою жизнь в виде большого дохода. Поэтому хотите носить что-то на левой руке, одевайте на левую руку большое количество золота, бриллиантов, ну и чего-то очень красивого. Но точно не обматывайте, а еще тем более не затягивайте эти красные нити. Сейчас прямо возьмите ножницы, их срежьте вообще. Тот, кто это делает, занимается глупостями. Я знаю, что происходит. Люди совершенно не знакомы с потоками энергии. После этого начитывают определенную молитву, одевают на левую руку. Для того, чтобы уберечь человека там от чего-то. Согласен, это, возможно, будет отталкивать от чего-то. Но знаете, оно отталкивает от всего. От всего, что могло бы даже гипотетически с вами произойти. Одень девочке для замужества на левую руку начитанные нить для мужа, и после этого она не женится вообще никогда. Мужчина с женщиной живут, и у них отношения плохие, но они находят возможность один раз в неделю спать друг с другом. После этого все равно отношения разрываются. Что в итоге разрывается? Помните, я говорил, разрываются половые органы. То есть у него начинается одно, у него начинается другое, у него там спячка, у нее горячка. И после этого, когда дальше это продолжает, в какую-то сторону двигаться, то разрывания вот эти, связанные с физическими телами, могут ухудшаться. Женщина рассчитывает на это, рассчитывает на то, что будет отношение в виде там обнял один раз, или отношение сказал что-то один раз, либо отношение там просто рядом находился и был теплый, или в одной комнате даже находился. И после этого его увели, он ушел, сразу же появляется обида. Существует такое понятие, которое называется жаргон и ругательство. Оказывается, когда человек начинает ругаться и начинает злиться на всех людей, то он делает так. Он злится на окружающих, для него люди становятся лохи, милиционеры становятся ментами, другие люди становятся уродами. Это все вызывает состояние внутреннего страдания, и это состояние проявляется из него в виде негатива. По-другому это звучит так. Я страдаю и говорю вслух, что я страдаю от тех людей, которые рядом со мной находятся. Одни лохи, уроды, менты, бойкота и так далее, и так далее. И это все создает в дальнейшем предпосылки сделать так, чтобы я начал находиться только рядом с нормальными людьми. И эти нормальные люди, оказывается, только те люди, которые будут находиться вместе со мной в одной колонии строгого режима, номер 157, в городе там каком-нибудь. Таким образом, вы можете сами себе сделать очень большую глупость, если вы в своей жизни не поменяете свое отношение и мировоззрение, и не начнете хорошо и интеллигентно, первое, разговаривать,
Второе, перестанете ругаться. И третье, оценивать людей. Человек от Бога отличается тем, что Бог дает человеку просто так, он дает ему каждый следующий момент жизни, он дает ему лето, зиму и осень, дает солнце и дает пищу, но человек становится, в отличие от Бога, отличительной чертой человека. Отличительная черта заключается в том, что человек становится оценщиком этого всего и после этого становится еще и судьей. Таким образом, когда человек становится судьей, то он таким образом нарушает главный процесс своей жизни, обретения духовного уровня определенного. Таким образом, я хочу вам посоветовать. Перестаньте оценивать людей, делить их на плохие и хорошие. Перестаньте клеймить людей и говорить, что мир состоит из лохов, уродов, дебилов, там, казнократцев, инвалидов и так далее. Потому что вы создаете процесс отдачи страдания, и вас нужно будет изолировать от этих людей. 10 раз скажите, что только дебилы ездят в Мерседесах, и в вашей жизни перестанут встречаться Мерседесы, и перестанут встречаться богатые люди. Кто это сделал? Вы. Начните говорить, что все люди вокруг вас плохие, и вас посадят куда-нибудь в яму, и после этого в этой яме проживете до самых последних дней. Как вы не можете понять, элементы вот такого проклятия людей заключаются в том, что человек проклинает себя в том, что он в дальнейшем может не видеть этого в своей жизни совершенно. Таким образом, вы говорите иногда, что этот человек плохой, этот человек хороший, а в целом вы просто убираете не человека, а убираете всех людей с идентичной такой же вибрацией. Вы представляете? Для того, чтобы говорить человеку правду в глаза, нужно обязательно уметь получать правдой в глаза свои. Потому что каждый раз, когда вы говорите человеку правду в глаза, то вы, наверное, нарушаете закон вот какой. Разве вы имеете право быть человеком, который может быть судьей для какого-то другого человека? Как вы думаете, приятно ли человеку чувствовать, что кто-то является судьей для него? А ведь первый закон отношений в социуме звучит так. Все люди, по идее, равны перед Богом, значит, равны друг перед другом. Но люди умудряются придумывать, что они имеют право что-то говорить другому человеку, осуждать или что-то объяснять. Вы представляете, если люди обижаются, если вы говорите им при этом правду, то тогда данная правда является, наверное, по-другому словами осуждения. Потому что правда, она может быть разной, друзья мои. Так правда мужчины, который украл сотовый телефон, может быть увенчана добродетелью, потому что он этот сотовый телефон украл для того, чтобы продать и накормить своего голодного ребенка. Итак, для тех людей, у которых он украл этот сотовый телефон, это может быть серьезным правонарушением. И здесь правда у каждого своя. Если спросить у ребенка, любишь ты папу и веришь ли ты в то, что этот человек хороший, ребенок будет верить, и ему можно рассказывать, что этот отец там самый лучший. Естественно, если страна голодает, и если в стране происходит там война и голод, то в случае, если у разных людей есть разный достаток, то для тех людей, которые воруют, у них там хорошая жизнь, а для тех людей, которые там живут и у них ничего не получается в жизни, для них плохая жизнь. И у них у каждого своя правда. Те, которые голодные, обсуждают те, у которых есть деньги. Те, у которых есть деньги, говорят, что голодные люди, и они голодные тоже по каким-то причинам. И правда у всех своя. Даже Бутусов пел когда-то о правде, которая у всех своя, и о которой говорил фараон. В Ведах приписывается отказ от употребления в пищу мяса как одна из необходимых. А теперь давайте сейчас очень хороший вопрос, он мне очень нравится. Инна Гинсдали, скажите, вы сейчас, когда мне написали слово, как вы относитесь к Ведам, то когда вы это написали, скажите, что вы конкретно подразумеваете, когда вы произносите слово Веды?
Серьезно, какую книгу из ведической культуры вы фактически сейчас, ну, о какой культуре или о каких текстах вы говорите? Вы знаете, что в ведическую культуру входит порядка 2500 определенных текстов, включая джайнистические тексты, шактические тексты, тексты Махавиры, то есть это и Упанишады. То есть, а когда человек говорит о ведической культуре, о чем он говорит? То есть вы говорите сугубо о ведической культуре, которая говорит о жизни Кришны, или о какой культуре? Древнеславянской ведической не может быть, друзья мои. Какая ведическая и древнеславянская? Самое старинное издание, которое существовало славянское, называется «Слово о полку Игореве». Ранее этого издания не было никакого больше издания. Все было уничтожено после того, когда Кирилл и Мефодий покрестил Русь. Не было, такой информации не было и не будет никогда. Нет у нас ведической культуры, которая сейчас каким-то образом начинает в спекулятивной форме говорить о ведах, а ведать значит знать, и там о Трехлебникове, который на этом начинает спекулировать и говорить какие-то там слова. То есть человек говорит мужчина, это значит мужчина, это значит мужчина по чину. А почему бы не говорить, что слово «му» говорит корова, а Чина – это древнее название Китая, обетованная страна китайского народа. Таким образом, мужчина, если уже говорить, это тогда является му, это корова, а чина это китайская корова. Почему так не рассмотреть, знаете? То есть говорить о ведической культуре не подразумевает, а говорить ни о чем. Ведическая культура – это символ философских мировоззрений, в которые входит огромное количество философских взглядов. Это наука о джайнизме, это наука о чарваках, это наука о богах, знаете, это наука и это и вообще и индуистская история, которая преподается, это наука о самане и так далее. То есть о чем человек говорит, когда он говорит веды? Вы знаете, нигде в ведической культуре, кроме как в рассказах о Шриначарье, а также о рассказах о Кришне и о рассказах об Шиве, не говорится о неедении мяса. Также говорится о едении мяса в большинстве из этих текстов, включая Упанишады, чтобы вы понимали. При этом говорится о том, что учитель призвал своего ученика, дабы ему объяснить значение его сознания, и сказал: не ешь 10 дней. После этого через 10 дней человек пришел, говорит: я 10 дней не ел, но пил только воду. И он сказал: ну что, и как ты себя чувствуешь? Он говорит: сознание вроде как бы отказывается работать. И тогда ему учитель сказал: вот видишь, твое сознание отказывается работать только по одной причине, что ты не кушал пищу. Таким образом, твоя съеденная пища может являться элементом питания твоего сознания. После этого было объяснено: Бог создал все для того, чтобы наслаждалось поколение из поколения населения. И он говорил, где-то приблизительно это звучит так: каждый следующий момент создан Богу для того, чтобы человеку создать предпосылки счастья и радости. Вы видели, чтобы коровы смеялись? Я лично не видел. Тем не менее, есть люди, которые смеются и получают искреннюю радость, создают вот такой восторг. Стоит человеку переставать создавать восторг, он начинает сразу же болеть. То есть состояние удовольствия и радости создает в человеке предпосылки наслаждения. Бог создал человека для того, чтобы он был элементом жертвоприношения божественного времени нам. Таким образом, все, что создано Богом, человек не должен отвергать, потому что отвергает, значит осуждает. А если это создано так, чтобы люди поняли, что нужно это кушать, люди поняли, что нужно это делать, то тогда это все отвергать не стоит. Тогда это все является элементом, который дает Бог и который нельзя не принимать. Это все нужно принимать, и это все нужно брать, понимаете? То есть каждое слово, высказанное вслух, является элементом, при котором должно произойти либо воздействие, либо что-то должно произойти. То есть сотрясая
своими словами окружающий мир, человек должен делать это осознанно. Потому что еще в ведической культуре, которая называлась Упанишада, было сказано, что люди фактически или практически недооценивают важность произнесенных им слов или ими слов. Нельзя говорить просто так, нельзя оценивать просто так. Вы должны понять, даже за дурную насмешку, глупо произнесенную речь и пустое обещание в дальнейшем можно очень сильно заплатить. И после этого осознанность, которая присутствует в тот момент, когда человек говорит что-то, является ключевым элементом в жизни любого эзотерика. Понимаете? Нашей эволюции, в которой мы проживаем, становится все ненужнее и ненужнее разговаривать. А что у них большое? Пальцы длинные и тонкие. Зачем они у них такие? Чтобы быстро нажимать на клавиши в ноутбуке. Поэтому они имеют большие глаза, чтобы даже в темноте читать при слабо заряженной батарее. Почему уши маленькие? Чтобы не разряжать батарею, звук включать не нужно. Понимаете, да? То есть это люди будущего, худые. Почему они худые? Потому что привозят все время плохую пищу, если заказывать ее через интернет, понимаете? То есть это люди будущего. А почему они зеленые? Тут вопрос. А ты просиди всю жизнь за ноутбуком, не выходя на улицы, и будешь зеленым. Естественно, если люди в дальнейшем, это наше будущее, знаете, здесь можно улыбаться и смеяться сколько угодно. Но я уже сейчас вижу молодежь, которые имеют все просто банальные свойства того, что они в дальнейшем будут именно такими людьми. У них вытаращенные глаза, они ничего не слышат, если они играют в ноутбук. Походишь, говоришь, выключи, выключи, выключи. После этого они разговаривают сами с собой, приобретают цвет зеленый. На вопрос, будешь ли ты кушать, они говорят, нет, я вообще не хочу, но ты же сегодня не ел. Это не имеет никакого значения до того момента, пока не пройду 64 уровень. Ничего с этим сделать нельзя, к сожалению, это предпосылки. И, наверное, люди из будущего начали прилетать в наше настоящее, чтобы понять, когда же их заклинило. Знаете, где произошло вот этот вот перекос, наверное, и где же нужно изменить этот перекос, чтобы полностью этот перекос убрать. Почему? Они, наверное, приезжают и нам завидуют, смотрят, а мы такие красивые, сочные, женщины с большими и маленькими грудьми, с розовыми щеками, имеющие вообще какие-то антропологические признаки, лысые, волосатые, имеющие возможность переходить, дышать свежим воздухом, а у них кроме ноутбука ничего нет. Ноутбук, а также плохая вечная разряженная батарея и там все возможности поддерживать свое тело. Зато они, наверное, будут жить долго.